привет! Сегодня я хочу поделиться с вами одним рецептом, очень интересным, рецепт от кашля. Так получилось, что я в конце апреля, где-то в 20-х числах заболела, простудилась очень сильно. Я сначала заболела горло, потом появился сухой кашель. В общем, лечилась как могла, я не придерживаюсь там сторонником таблеток, лекарств, и по врачам не люблю бегать. В общем, делала все, что могла. Народными средствами лечилась. Делала ингаляцию, пила шалфей с медом, там, что еще делала? В общем, я уже ноги парила, лежала. Вот. Пила много воды, даже было такое, что я старалась и не есть, но аппетит был. Температуры у меня не было. Вот. Озноба, небольшой озноб был на ночь один раз, и все, вот так. Особо не ломило мне ничего. То есть это был не вирус, это была простуда. Вот. Кашель усиливался настолько сильно, что я не могла даже заснуть. То есть тяжело было даже вдохнуть. Обложила вот здесь всю грудь, бронхи, все. И вот я вечером уже, сделала ингаляцию, там, выпила чаю травяного с медом, парила ножки, легла в теплую постельку, лежу, кашляю, и кашель не прекращается, и не откашливалась толком. Вот. Так продолжалось долго, я потом мужа попросила поставить мне банки. Он поставил мне банки с горем пополам. В общем, банки тоже не помогли. И я так лежала, долго мучилась, а уже 11 часов 12 час пошел, я все продолжаю кашлять, заснуть я не могу, уже голова такая тяжелая, когда накашливаешь, тяжело. Вот. И тут мне пришла одна мысль. Вот. Я человек по своей натуре очень упрямый, как осел характер такой у меня, очень упертый. Чтобы мне что-то доказать, это надо показать фактически на практике, что это действительно работает и помогает. Вот. Как все знают, у нас сейчас изобилие информации в интернете, там по оздоравливаниям, методам всяким разным, что и голодать надо, не нужно ничего такого есть и пить, нужно организму дать освободиться от яда, тем более если заболел человек, нужно лежать, там, расслабиться, пить много жидкости, воды пить. Я пыталась это сделать, но аппетит почему-то был. Я уже стараюсь прислушиваться к своему организму, что он мне говорит. Наверное, я дошла до такого в своей жизни. Вот. И так как уже я перед фактом поставлена, что кашель не стихает и нужно что-то делать, я ведь не засну. А что такое для меня не заснуть? Это очень тяжело. Вот. Я бессонницу тяжело переношу. Поэтому я лежала, мучилась, думала, и тут мне пришла мысль в голову, что мне нужно попить молока. Молока горячего, не просто молока, а с содой. Я была противник соды, просто, такой конкретный. Я слышала об этом рецепте, что его применяют, что соду люди пьют, и она им помогает, но я не верила в это. Думала, может быть, какой-то где-то подвох в чем-то, или обман какой-то. Мне просто уже такой был... Ситуация была такая, безвыходная. Я уже не знала, что мне делать. То есть... Ингаляции, банки, все эти чаи, ничего же не помогает. Лекарств особо дома никаких нет. Да я и противник лекарств, я бы не хотела их принимать. Вот. К врачу тоже идти не хотелось. Я чувствую, что у меня здесь все обложено, просто так, что дышать тяжело. Я встала, пошла на кухню. Хорошо, что коза уже к тому времени окатилась, и молоко было. Козел родился один, и все молоко не выпивал. К тому времени, когда я заболела, коза уже настолько отдаилась, то есть молозиво отошло, молоко уже не сваривалось. Но молоко я не кипятила, я его только нагрела, чтобы оно было горячее. В горячее молоко я положила чуть-чуть соды, и с медом в прикуску я это дело выпила. Потом я пошла легла. Через 10 минут я продолжала, конечно, кашлять, но кашель начал какой-то становиться уже другой. Во-первых, у меня здесь полегчало все сразу, после того, как я выпила. Сразу пошло облегчение в горле, потом в бронхах, потом оно, наверное, начало уже всасываться. И я через 10 минут начала откашливаться. Я пошла на крот, и я откашлялась так хорошо, легко. И после этого я заснула до утра. Вот
такой у меня был опыт. Поэтому я сегодня покажу, как это молоко делается, расскажу, как я это делала и как мне это помогало. И таким образом я вылечилась от кашля. Ну, конечно, еще там есть, но потому что было очень сильно все. Вот так вот я простудилась. Я на сырой земле посидела, ну, весна. И я так на солнышке присела в затишке, и что-то мне так хорошо там было на земле возле своих коз. И таким образом я, наверное, простудилась. А может быть, организм освобождался от яда таким образом, от слизи, накопленной за зиму. Я не знаю. Вот. Ну, в общем, этот способ мне помог. Вот. И я хотела бы, там, может быть, кому-то пригодится. Вот. Кто такой же, как я, упрямый, не сторонник таких рецептов. То есть, ну вот мне вот реально он помог. Поэтому я сейчас покажу, как я делала и готовила это молоко. Вот у меня оно греется в кружечке. Я его не довожу до кипения, только довожу вот пока пленочка появляется и начинают пузыречки вот подходить. Выключаю. И теперь я беру это молоко горячее, выливаю в чашку. Соду. Обыкновенная сода, которая продается в магазине. Так, буквально беру треть. 1/3 чайной ложечки. Тогда я, может быть, даже брала четверть. Я сейчас уже не вспомню. Такое состояние было тогда. Вот я брала, ну, чуть-чуть. Даже не половину. Ну, в общем, треть. Вот так вот. Ложу молоко. Перемешиваю все. И вот это горячее молоко с содой, прикуску с медом. Я все это дело выпивала. Мелкими глотками, тщательно перемешивая со слюной, потихонечку я его выпивала. После этого, где-то минут через 5-10, начинается все откашливать и все выходит, вся гадость наружу. Вот таким образом я вылечила себе кашель. Вот. Так что я рекомендую. Средство простое, доступное. Единственное, что молоко нужно купить. Вот. Ну, это для тех, кто пьет молоко. Ну, в общем, на этом все. Буду прощаться. Хотела с вами поделиться этим рецептом. Буду очень рада, если он кому-то поможет. Вот. Я не считаю это панацея всех болезней, но если случается ситуация, в которой необходимо помочь человеку, я считаю, что этот рецепт приемлем, может быть. Вот. Ну, во всем должна быть мудрость и умеренность, вот я считаю. Нельзя перебарщивать даже с таким простым средством, как молоко с содой. Поэтому я всем желаю здоровья, всем пока, подписывайтесь на канал.